К этому всегда готовят любого полярника. Вот эти гигантские ледяные просторы, пингвины, в конце концов, айсберги. Баня есть? Как зашел, помню, как выходил, помню, что уже ноги деревянные, пингвин вокруг тебя плавают. Выходной может быть неплановый. Отвратительная погода, там 35 метров в секунду. Это все еще океан, все еще способен сожрать, разбавить и сделать, что как будто ничего не было. Всем привет! Это проект Sailtale, и сегодня у меня в гостях океанолог, полярник, сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Сергей Кашин. Антарктида представляется в основном черно-белой. Имеет ли смысл в Антарктиду ехать туристам? Конечно. Просто хотя бы галочку себе поставить, что ты был в тех местах, которые говорят конспирологи. Туда никто не может попасть, туда не пускают, там военных хранят. Туда приезжает по 10 тысяч туристов в год. Туристы видят то, чего нельзя увидеть на всем другом пространстве планеты. Ну, раньше, может, в Арктике, и то. Вот эти гигантские ледяные просторы, пингвины, в конце концов, айсберги, бескрайний Южный океан. Это, вот все это нужно увидеть, почувствовать. Но пингвины есть и на Галапагосских островах. Это они такие маленькие, они и в зоопарке есть. А вот когда настоящий, такой полненький, жирненький. А если уж император, который почти с тебя ростом. Но к ним нельзя подходить. С пингвином ты должен взаимодействовать на том дистанции, на которую он может тебе подойти. И есть и расстояние, скажем, взрослая особь, которая не занята ни размножением, просто гуляет по льду, она может подойти к тебе на 1,5 метра. На колени присаживаетесь, чтобы быть примерно одного роста, тогда они спокойно вас воспринимают. Главное, не шуметь, руками не махать. А если они вынашивают птенцов, это не менее чем 50, а то и 100 метров. Потому что крайне важно их не тревожить, не пугать, потому что у них любое неосторожное движение, и птенец погибает. Смогут ли они выжить в Арктике? У них бы просто биоритмы не совпали. То есть пингвин Адели, который привык в ноябре приходить, делать гнездо, пользуясь этой благоприятной теплой погодой, высиживать птенцов. А если его поместить в Арктику, он такой в ноябре начнет выращивать птенцов, а там зима, они просто не выживут. А с другой стороны, в Арктике были свои пингвины, собственно, откуда слово пингвин пошло. Это были бескрылые гагарки, так называемые. Птица, которая тоже не умела летать, была похожа на пингвина. Пингвинами их называли. И когда в южном полушарии нашли похожих птиц, их тоже по аналогии начали называть пингвинами. Но, к сожалению, бескрылая гагарка нас покинула. Ее безжалостно истребили, и поэтому пингвины остались только в южном полушарии. Как ты считаешь, биоразнообразие в Южном океане остается прежним? После 60 широты начинает действовать закон об Антарктиде, который кладет определенные ограничения на хозяйственную деятельность, а в том числе и на промысел. Хорошим примером может служить, скажем, добыча китов. Пока ее не запретили, китов в Южном океане почти в ноль извели. То есть их добывали десятками тысяч, несмотря на то, что там были какие-то оценки, что вот это при таком количестве они должны восстанавливаться, то есть они довольно быстро размножаются. Ничего подобного. Даже до сих пор китовые стада, хотя вот уже лет 20 как запретили, если не больше. Так вот, киты до сих пор еще не восстановились до вот этой первоначальной численности. Ну, по крайней мере, те виды, на которых активно охотились. То есть Антарктиду выручает только ее вот такой полузаповедный и заповедный статус. Примером того, как человек может даже без современных инструментов справиться, это вот южные морские котики, морские слоны, которых в 19 веке добывали там на жир. Популяции этих животных были истреблены на субантарктических островах очень быстро. Собственно, одна из причин открытия Антарктиды – это эти промышленники искали, куда ушел зверь, где зверь еще остался. Ну и в погоне за зверем находили новые и новые острова. Ну и там, тем временем, они подошли, собственно, к берегам Антарктиды. Есть такая рыба клыкач. Популяция клыкача очень сильно сокращается. Он под охраной находится, на него есть квоты. И, в принципе, любое судно, которое занимается промыслом клыкача в Южном океане, на его борту должен быть специалист, биолог, который проверяет, чтобы выловленные экземпляры были не меньше какого-то размера, то есть иначе его обязаны отпустить. Ну, браконьеров-то вряд ли это волнует, конечно. Да, но браконьеров, стараются отлавливать. Хотя, с другой стороны, японцы, например, они плевать хотели на ограничения на охоту китов, и китов они все еще промышляют. Хотя на них там и Гринпис нападал, и прочие экозащитники. То есть, японцы говорят, это наш национальный промысел, мы били и будем бить. На станции питания, правило, это рыба все-таки? Нет, это просто интересно. Это материковое мясо. Вообще мы не имеем права использовать местные ресурсы, то есть в том числе забивать тюленей, жарить пингвинов, это категорически нет. Разрешается любительская ловля рыбы, сетку поставить нет, динамитом тем более. Ты рыбачишь? Народ рыбачил, я фотографировал. Я ему лунки бурил, как гидролог. Надергаю там 10 хвостов, на сковородочке пожарят вечером. А в целом стандартное питание – это все с материка. 30 полярников каждый день кормить рыбой, то есть сколько там, она сразу вся кончится. Почему вот эти наши предшественники далекие, то есть в лице Амундсена, Роберта Скотта, Шеклтона, вот они, когда их читаешь рассказы, они говорят, вот мы пошли, забили 10 императорских пингвинов, пустили кого-то на корм
собакам. Собаки, да. Кого-то там пожарили, попытались сделать, ну, надо в уксусе вымачивать, потому что пахнет. И ты понимаешь, почему они это делают. Потому что у них не было рефрижератора, у них не было холодильника. Они не могли перевести мясо свежее, замороженное. То есть только густо посоленое, а консервами питаться тоже как-то не очень. Поэтому у них другого выхода не было, как местные ресурсы использовать. Ты читал их дневники, ну, кого-нибудь из первооткрывателей? Да. Кто тебя из них больше всего как-то вдохновляет? Ну, честно говоря, Дуглас Моусон. То есть у меня впечатлил человек, который, потеряв двух своих товарищей в походе, один провалился в трещину со всеми запасами продовольствия, ну, то есть с повозкой, с собаками. Потом они вдвоем возвращались уже на базу. Второй его товарищ заболел и умер. И Моусон остался один. И он понимал, что ему надо прийти на базу до какого-то числа. Потом туда придет корабль, заберет экспедицию и уйдет. И он понимал, что он опоздает. И он все-таки дошел, причем нашел дорогу, хотя у него уже не компаса, он сам сильно заболел. Из последних сил он пришел на базу и обнаружил там несколько человек, которые сказали, ну, корабль ушел неделю назад, но мы остались, потому что мы знали, что ты придешь. И он еще на год остался зимовать. Он писал, что я думал, что я сойду с ума, но в итоге он все благополучно пережил. Как долго там можно вообще прожить, если никакой корабль не придет? Ну, вообще норма снабжения станции, чтобы на ней был примерно полуторагодовой, двухгодовой запас. Ну, у нее годовой как минимум есть, это стандарт, потому что она должна до следующего года дотянуть. Полгода это сверху, это на случай, если пароход вдруг задержится. И при этом после каждой зимовки, за счет того, что привозят на 1,5 года, а корабль раз в год, накапливается небольшой запас. Ну, по крайней мере, по продовольствию. Ну, соответственно, года 2, наверное, станция способна на изначальных ресурсах. Дальше уже придется привлекать местные. Ну, такой вариант, честно говоря, не рассматриваем, потому что, в любом случае, кто-то придет. То есть, даже если у нас все пароходы поломаются, тут нанимается другой пароход. То есть, бывает же, что, скажем, индийская научная программа, они лишились корабля. Оно получило пробоину, не затонуло, но оно не смогло дальше выполнять операции по снабжению станций. Они обратились к нам, и, соответственно, наш пароход взял часть индийского груза и доставил его на индийскую станцию. То есть такая взаимовыручка, поддержка, она в Антарктиде очень важна, и она, собственно, исключает возможность какой-то сверхдолгой зимовки без возможности получения помощи. И, наверное, главное помощи. Иметь надежду. Да. Но к этому всегда готовят любого полярника, предупреждают, что когда ты идешь на зимовку, имей в виду, это космонавт с орбиты может любую минуту вернуться. Ты вернешься только через год. Да, понятно, что ты можешь заболеть, и тебя очень трудно будет вывести. А бывает, что человека просто психологически давит то, что происходит на материке. То есть у него там кто-нибудь близкий человек заболел, и он должен понимать, что он не сможет. То есть максимум сможет ему перевести деньги, позвонить по телефону, но он не сможет лично приехать. Ты должен быть к этому морально готов. Чтобы ты потом на станции не бегал, не стучался головой в стену, отвезите меня домой. Все ли зоны Мирового океана сейчас уже изучены или все-таки остались какие-то еще? Как я люблю говорить, о дне океана мы знаем до сих пор меньше, чем об обратной стороне Луны. А в районе Антарктиды есть моря, где вообще ни один корабль еще не бывал. Например, район моря Моусона, там есть пара заливов, куда за всю историю заходило только одно судно, и то наше. О рельефе дна в этом месте, о его каких-то водных массах, о структуре, об его особенностях, какие там приливы-отливы, мы пока можем только так примерно догадываться. То есть никто там с эхолотом не ходил? Да. Вода, она чем неудобна для исследований, как весь океан, что она для спутников практически непроницаема. И не может никаким радиолокатором промерить, потому что вода поглощает. И если вдруг бутылка, например, бутылочная почта, попала в воду, циркумполярное течение вокруг Антарктиды, оно куда вылетит? А как повезет. Дело в том, что течение – это не река в океане, это набор вихрей. Представляете, бывает речка, которая извивается, как змея. Течение, она в океане точно так же. Бутылка может долго там плавать, но, судя по тому, что айсберги это течение иногда преодолевают и уходят к берегам Африки, Южной Америки. То есть они попадают в северный какой-то вихрь, и тогда уже как их понесет, одному богу известно. Айсберг-то растает, а бутылка может и в северное полушарие отправиться. Тебе когда-нибудь приходилось вылавливать что-нибудь? Доводилось отправлять и потом получать письмо, что оно всплыло. Да? Да, мы отправили в районе Канар бутылку, то есть прошли Канары, сделали записку на 4 языках, положили туда $, и написали, что просьба сообщить, если вы эту бутылку найдете. И спустя 2 года нам написали с Кубы, какая-то кубинка, она нашла эту бутылку, нашла $, нашла записку, прислала, что, дескать, вот ваша бутылка у берегов Кубы была обнаружена, и фотографию. Здорово. Как именно там путями путешествовать, только может примерно догадываться. Сам факт, что да. Уровень океана увеличивается? Да, растет. Никто от этого пока не страдает, от этих долей миллиметров в год, но это повод задуматься о том, что будет дальше, если будет больше, чем миллиметр в год, а уж тем более, если будет по сантиметру, а то и больше. Мировой океан теплее, чем суша? Да. Но это свойство воды, то, что у нее огромная теплоемкость, она запасает огромное количество теплоты. Собственно, почему у нас планета такая комфортная, потому что у нас большой океан. Это позволяет избежать мощных контрастов, которые
взять, например, Якутию, да, там вот полюс холода, там у них летом плюс 30, зимой минус 70. Жуткий контраст. А расположен на этой же широте Петербург у нас плюс 30, минус 30, то есть контраст будет сильно меньше. И то это такие максимальные пределы, а в пределах суток там еще может температура не меняться. Это действие океана отепляющее. Там у него средняя температура плюс 4, но по сравнению... Это плюс 4, это огромный запас тепла за счет именно теплоемкости воды. Поэтому океан теплее. Расскажи про свое исследование в Антарктиде. Ну, конкретно моя лаборатория Южного океана занимается исследованием, как исходит из названия Южного океана. Если быть более конкретным, то мы ищем район образования донных вод. У нас вся планета, как словно кровеносными сосудами, покрыта океанскими течениями, которые переносят тепло на север, а с севера они несут холод. И это получается такой конвейер, его так называют глобальный конвейер, то есть перенос энергии по планете, перераспределение. И один из главных таких механизмов, который запускает всю эту машину, это антарктическая донная вода. Если очень просто, возле Антарктиды холодно, туда подтекает океанская вода, охлаждается, когда она становится холодной, она опускается на дно и начинает вдоль дна стекать обратно на глубину. Соответственно, она ушла, значит, должна другая вода подтянуться. И, соответственно, вот такой круговорот начинает работать. И эта донная вода, она распространяется до самой Северной Атлантики почти, антарктическая, играет большую роль во всем этом круговороте. А наша задача определить, где она образуется. Она не в каждом, не вдоль всей Антарктиды образуется, а во-вторых, сколько ее образуется. И, соответственно, если до недавних пор было 3 района, это море Росса, море Уделла и район земли Адели, то вот в нулевые годы было доказано, что есть еще 4-й район. Это в районе моря Содружества, залив Прюц. То есть мы нашли 4-й район. Это позволило поменять оценки, сколько этой воды образуется и как это будет влиять вообще на климат. То есть чем больше образуется, тем лучше работает климатическая машина. И если она перестает образовываться, не то чтобы течение остановится, вот как нас пугают, Гольфстрим остановился, мы все умрем. Нет, но это определенным образом отразится на климате. И нельзя сказать, что в лучшую сторону. А что с Гольфстримом-то на самом деле сейчас говорят? Остывает? Это флуктуации, которые, как всегда, опять же, журналисты, которые увидели где-то статью, в которой там, что вот по оценкам произошло некоторое похолодание Гольфстрима или замедление. Но я говорю, это не река. В океане это набор вихрей. Поэтому какой-то год, да, действительно менее интенсивно. В следующем году это будет обратный процесс. Более интенсивный будет. Ты говоришь, что будет меняться климат и, возможно, не в лучшую сторону. Что ты имеешь в виду? Трудно сказать, но есть проблема. Когда проявляется Эль-Ниньо, вот вдоль побережья Южной Америки исчезает апвеллинг, то есть подъем холодных вод с глубины. Это плохо для рыбы, то есть рыбный промысел прекращается, потому что она уходит на юг, рыбаки остаются без работы, но в это время зато вдоль всего побережья Южной Америки идут дожди. В пустыне Атакама, например, в таких местах, которые нам представляются абсолютно засушенными. В это время там дожди. То есть Эль-Ниньо это вроде бы полезно, вроде бы вредно. Могут усилиться, например, контрасты. То есть если раньше у нас была ровная погода, то у нас то ураган, то ливни, то, наоборот, жара. А в среднем все нормально. Но изменения климата, они чем плохие, тем, что приходится приспосабливаться. Как ты решил стать океанологом? С чего? Океанологом-то я как бы не собирался быть. Я хотел вообще железными дорогами когда-то заниматься. А в детстве у меня, вот если у всех в детстве, на стене висел ковер, на который можно было смотреть вечно. А у меня вместо ковра висела физическая карта мира. И я на эту карту смотрел эти океаны, горы. И там вот снизу, поскольку это все-таки ближе к уровню зрения, когда просыпаешься. Я просыпался, можно сказать, рядом с Антарктидой все время. И вот такая детская мечта, что вот бы туда бы попасть, как-нибудь отправиться. Дорога меня завела сначала на гидрологию рек и озер. А когда я распределялся из вуза, меня сказали, гидролог, значит, с водой же занимаешься, поедешь океанологом. И так вот моя дорожка началась сначала в Арктику, на Шпицберген, но потом она привела меня и в Антарктиду. Сколько раз ты был в Антарктиде? 10. Сейчас будет экспедиция, 11-я. Это будет 2,5 месяца всего. Это сезон, очень короткий сезон. А бывает длинный сезон, когда ты уходишь с пароходом, все этапы пути на нем проходишь, делаешь свою работу, помогаешь другим выполнять и возвращаешься где-нибудь в июне месяц. 7 месяцев рейс. То есть уже от зимовки не сильно отличается. Но зимовка, она от года до чуть больше, может. У вас бывает отпуск вот за этот год зимовки? В среднем у полярника где-то месяца 3 у зимовщика получается. Помнится такая история, когда у нас был очень долгий рейс, и люди, которые отзимовав, еще 4 месяца находились на пароходе, пока вернулись в Петербург. И один из наших товарищей, он приехал домой, и жена его говорит, ой, Вася, я так рада, я так соскучилась, давай, я купила билет в круиз.
Вася просто дар речи потерял. Он говорит, какой круиз, я на море уже смотреть не могу, 4-й месяц. Она хотела на море. Она хотела на море, на круизном лайнере, а он же на этом море, тем более с борта корабля, он уже видеть его не мог. А выходные есть? Выходной может быть неплановый, то есть отвратительная погода, там 35 метров в секунду, выход запрещен. Ну, пошли, сквозь бурю. Выходной, ну, смотри сериалы, сиди дома. А в хорошую погоду, ну, можно выйти, там, прогуляться по окрестностям станции, если там много всяких интересных вещей. То есть на Мирном это колония пингвинов, там эколог, когда ходит их подсчитывать, напрашиваешься ему в компанию, чтобы только эколог имеет право к нему еще подходить. То есть ты сам никакого права не имеешь ближе, чем на километр к колонии. Это запрещенная такая зона для посещений. Ну, на других станциях там какие-то окрестности навестить. Летнее время там народ даже пикник устраивает. Вода насколько холодная? Мы на станции Беллинсгаузен заныривали в нулевую. Летнее время, то есть уже льда давно нет, вода там чуть теплее, чем в остальной Антарктиде. Но вот на Новый год мы искупались. Как зашел, помню, как выходил, помню, что уже ноги деревянные, пингвины вокруг тебя плавают, мангал стоит, там шашлычок. Баня есть? Да. И баня есть на станции Новолазаревская, то есть такая классическая русская баня. Но в целом обычно баня, это, чтобы люди могли прогреться. Ну, мало ли, вот бывает, что человек поработал на ходе, ему надо просто согреться, ему душу будет недостаточно, он всю воду изведет. А так в парилке посидит, пропарится и не заболеет. Ну и в конце концов, да, это просто удовольствие. Спа-салон для полярников. Ты когда вернулся, у тебя какое было ощущение от города? Наконец-то сериалы, друзья, театры, кино. Первое ощущение, откуда тут столько людей, куда они все бегут, зачем? Все же было так спокойно, размеренно. Эта суета первые, наверное, недели-две так очень сильно напрягала, потому что не привыкли на станции сталкиваться с людьми, которые как в метро едут. Поток туда, поток сюда, эскалатор, это все везде какие-то деньги просят. Хотел обратно этого спокойствия, а не то, что там быстрее, что там очень вкусненько покушать. Нет. А в Антарктиде нет магазина так, если вдруг спички забыл? Нету. Это самая главная забота начальника — привезти с собой все, что может потребоваться. На зимовку полярники могут брать целый контейнер. Ну, зная некоторых, с собой все. Продукты, какие-то личные вещи, там запасы курева, если курильщик. Особенно, если он идет пароходом, он имеет возможность все это с собой, не утруждаясь, взять. Сколько же мусора мы там оставляем? Нисколько. По международному соглашению, Мадридскому протоколу, весь образующийся мусор должен быть собран, компактирован и вывезен за пределы Антарктиды. Все вывозится? Да, за этим очень тщательно следят. Другой мусор – это мусор, который нам оставили первооткрыватели, годов, наверное, 60-х, 70-х. К сожалению, тогда было чуть-чуть безответственное отношение. То есть оставили технику, она сломалась, вот она стоит. Потом вывезем, она спустя 20 лет уже под снегом, а спустя еще 20 лет она и из берега вываливается. Потому что ледник двигается, и она в какой-то момент оказывается на берегу. И с удивлением народ смотрит, трактор показался. Это, конечно, немного, но есть такая проблема. Как мы загрязняем мировой океан? Как ни странно, самое большое количество мусора попадает не с кораблей даже, а из рек. Реки, протекающие по материкам, собирают в себя вот это все, огромное количество мусора, и выносят это, естественно, в океан. То есть, прежде всего, нам нужно реки почистить? Реки, да, и заботиться, да, чтобы в эти реки не попадал этот мусор. Микропластик сейчас во льдах Южного океана ищут. То есть отбираются пробы, сейчас ведется большая работа, в том числе и в нашем институте. Не так легко, то есть нельзя взять керн льда, растопить его, посмотреть под микроскопом весь пластик. То есть, во-первых, надо отобрать так, чтобы туда никакой пластик с тебя самого не попал, то есть на тебе не должно быть там куртки с пластиком. Ну, либо ты должен быть в том, что ты идентифицируешь, грубо говоря, в каком-нибудь красном костюме, и потом будешь, когда видеть красные волокна, это с меня насыпалось. Потом нужен большой объем, потом его надо растопить, в специальных фильтрах отфильтровать, потом эти фильтры сортировать. Так, это креветка, это какой-то... это тут пластик. Это непонятного происхождения, это в третью кучку. Аня Весман у нас работает над этим. В ближайший год уже будет публикация по микропластиковому загрязнению Южного океана. А другие виды загрязнения... слава богу, на химическом составе воды они не отражаются. Океан слишком большой для того, чтобы пока мы его могли так насильно испортить. То есть даже Фукусима, сливающий там огромное количество изотопов, это все еще океан, все еще способен сожрать, разбавить и сделать, что как будто ничего не было. То есть мировой океан имеет способность к саморегенерации? К саморегенерации, плюс он очень большой, чтобы его так быстро можно было испортить. Но понятное дело, что существует какой-то предельный объем, после которого уже начнутся какие-то необратимые изменения. В 70-е годы взялись за голову и запретили, наконец, сброс вод с кораблей, потому что до того времени судно могло просто помыть свой топливный бак
ну, предположим, топливо кончилось, надо его зачистить, и это все сливалось сразу в океан. И откуда вот взялось это жуткое нефтяное загрязнение 70-х, 80-х. Потом эту практику сначала ограничили, потом запретили. Визуально вроде бы океан стал чуть-чуть почище. Кто-то рождался в Антарктиде? У чилийцев, да, и у аргентинцев. То есть они специально там долго конкурировали, они хотели, чтобы первый человек, рожденный в Антарктиде, был одной из стран. И когда, сейчас могу спутать, то ли на аргентинской станции появилась беременная. И когда чилийцы узнали, что там вот-вот появится первый антарктический аргентинец, они привезли свою барышню, тоже там на последних месяцах привезли, чтобы она родила первее, чем эта аргентинка. И, кстати, этот чилиец стал первым человеком, рожденным в Антарктиде. Но вообще это, конечно, ненормально. Стараются этого избегать, потому что и медицина не та, ну и как неэтично это. А так, поскольку у них там свои городки, детский сад у них, во всяком случае, есть. То есть они приезжают семьями со своими маленькими детьми, чилийцы. Они даже к нам на экскурсию на станцию приходили. И вот мы их водили по станции, детвору дошкольного, школьного возраста. Даже прям поток туристов поедет отражать, чтобы паспорт... Ну, паспорт, как говорится, я могу вам прямо сейчас напечатать. Это есть такая байка в интернете, она периодически мне появляется, я каждый раз на нее смотрю с таким удивленным лицом. Паспорт Антарктиды, дескать. Вот там 20 стран в мире, там большой семерки решили сделать паспорт гражданина Антарктиды, потом без виз по всему миру, требования, там нужно отправить в Министерство иностранных дел свою анкету, то есть я представляю, как Министерство иностранных дел ругаются каждый раз, когда им приходит что-нибудь подобное. Потому что этот паспорт – это сувенир. Нету никакого паспорта, который давал бы тебе безвиз или какие-то там особые права. Это просто сувенирная корочка, да, что ты был в Антарктиде. То есть таможни там нет никакой? То есть ты приезжаешь, тебе не нужно никому паспорт показывать? Не таможни, да. Только краешка пингвину показать. Он, наверное, тоже сильно удивится. А есть ли у полярников какие-то суеверия? Стандартное суеверие, точнее не суеверие, я думаю, что это правильно. Нельзя обижать пингвинов, уж тем более убивать, иначе тебя Антарктида вместо пингвина у себя оставит. Ну, в смысле, что ты не вернешься. Ну, это скорее уже из других 60-х экспедиций, потому что бывали, когда человек фотографируется с пингвинчиком, то есть там пингвинчик погиб, ну, поскольку потенциал он отобрал у императора, и потом человек погибает. И такие полярники говорят, вот нечего ему было его трогать, не надо было его обижать. В целом люди-то они не суеверные. Наоборот, любят там что-нибудь придумать, пофантазировать, только не суеверие, а там говорят, вот смотри, пароход придет на 10 дней позже, а тебя вообще оставят, потому что ты остаешься на вторую зимовку. Кто сказал? Начальник сказал. Человек такой, меня начальник оставит, все. А ему пошутили просто. Ну, да. Обычно коллеги подшучивают, либо пустят какой-нибудь слух, так смотрят, как оно распространяется. Потому что... Какие специальные знания и навыки нужно иметь для того, чтобы взяли в экспедицию в Антарктиду? Спектр потребных профессий, если вот даже ученых не брать, у нас довольно широкий. То есть нам нужны врачи, нам нужны радисты, радиоэлектронщики, системные администраторы, повара. Начальник станции – это тоже далеко не самая простая профессия, потому что это человек, который проходит довольно долгую подготовку, при этом бывает, что он начинал карьеру врачом, стал начальником станции, но при этом его все-таки просят пройти какие-то курсы подготовки. Механики, водители, судоводители, то есть человек, который умеет управлять катером, дизелисты, электрики, сантехники. То есть, в основном, конечно, да, такие технические профессии. Если научная программа, то там вообще большой спектр. То есть метеорологи, гидрологи, геофизики, ботаники, доктора, которые исследуют человеческий организм. То есть не доктор станционный, а именно доктор, который исследует, что с человеком произойдет за время зимовки. С полным обследованием там раз, скажем, 3 месяца, чтобы посмотреть, как человек там деградирует или наоборот. А нет никаких тестов на входе перед экспедицией, например, на психологическую устойчивость? Проводят. Все-таки этим занимается начальник. То есть, когда идет подбор персонала зимовки, он знает, что вот Петров с Ивановым не очень дружит, поэтому ему нельзя их брать на одну зимовку. Ну и, естественно, по окончании зимовки на человека пишут характеристику. Трудолюбив, дружелюбен, душа компании, корректен, ну или что-нибудь, наоборот, отрицательно. Но это редко. Есть у нас, к сожалению, ограничения технического рода. Женский и мужской организм немножко отличается. Поэтому на зимовку очень проблематично брать. То есть нужен еще доктор, который специалист по женскому организму. То есть это даже не в вопросах психологической совместимости. Проблема в том, что мы не сможем оказать какую-то медицинскую помощь. То есть там все-таки врач, он хирург, анестезиолог. Это только единственное, что удерживает пока что от того, чтобы практиковать уже совмещенные зимовки. Хотя девушки на российских станциях зимовали 7 раз. А вот сезонные работы, девушки у нас вполне себе работают успешно, и ограничений никаких на сезоне нет. В сезон, в любой момент, что мужчина, что женщина, на пароход, на самолет, на материк для оказания какой-то помощи. Это такого, в общем, в принципе, я не припомню, чтобы приходилось. В моем отряде морском в прошлом году было 3 мужчины и 5 девушек.
Я рада, что девушка может. Осталось только исследование себе придумать, и, видимо, Да, главное убедить руководство РАЭ, что вот эти 120 позиций, естественно, на эти места претендуют геологи, океанологи, геофизики, сезонные там, гидрологи. Много исследователей. Их бывает, что 150 человек, а нужно только 120. И, естественно, в первую очередь, к сожалению, а может, отметаю. И ты начинаешь убеждать, что а я вот сниму фильм, а я там фотовыставка, там фотоальбом, который будет продаваться по всему миру. Тогда руководство говорит, ну ладно. Сереж, спасибо тебе большое за эти интересные истории. Это была программа Sailtale, и я Ирина Зарайская. С нами был в гостях Сергей Кашин, полярник, океанолог, участник 10 антарктических экспедиций. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока.